Всем привет, с вами Игорь. Сегодня не совсем по альтернативе, так сказать, видео, но все равно это непосредственно касается моего канала. Короче, про интернет. Расскажу всю историю подключения и весь мой горький опыт общения с этим Маклаутом, этим интернет-провайдером. Все началось с того, где-то 1,5 года назад, как я подал заявку на подключение интернета. То есть пришел этот провайдер у нас в село Мошны, вот, и стал разводить по улицах там свои сети, прокладывать кабеля. Вот, я позвонил и подал заявку тоже на подключение. Но мне в этой заявке отказали, мотивируя это тем, что нет, как они выразились, технических условий проведения интернета на мою улицу. Вот, потому что, они не объяснили, что это значит. Вот, я так понял, что просто у нас улица немного оторвана от села. Примерно там им надо было провести по столпам где-то метров 200-250 голой линии, без подключений. То есть, чтобы добраться просто до нашей улицы, а потом уже идет наша улица, и там можно уже было подключать людей. Вот. И тут и абонентов тоже на нашей улице не так много. Вот. И они решили нас оставить на потом, я так понял, мотивируя это этим вот отсутствием технических условий. Тем более, что тогда было у них еще где подключать все село, там легче было подключать им. Вот. И была бесплатная подключка. Вот, и акционная, так сказать, это, по-моему, год это было, или что-то такое, я уже точно не помню. Вроде год бесплатное было подключение, и абонентная плата 60 гривен. Потом, вот прошлой осенью, 2020 года осенью, это в конце сентября примерно, мне позвонили и сказали, у нас появились технические условия провести вам интернет. Хотя, в принципе-то ничего не поменялось на нашей улице, столбов не добавилось, ничего. У них появились технические условия. Я так думаю, странно, от чего бы это? Вот. Это через год после заявки. Через год после заявки, представьте себе. Появились у них технические условия, а потом все оказалось очень просто. Просто в конце этого месяца уже заканчивалась их акция, и начинался интернет уже в месяц по 200 гривен за месяц, абонентная плата, плюс подключение 600 гривен. Вот и все, у них появились технические условия. Да. Короче, я заплатил 600 гривен наперед. Это вообще надо было предоплатой внести. То есть они еще вообще ничего не делали, а сказали, уже надо заплатить 600 гривен. Вот, я эту внес плату через терминал. И они там уже начали шевелиться, начали делать. Вот. Приехали, там одна бригада там проводит магистральный провод. У них все по бригадах разбито. Там каждая бригада занимается своим делом. Вторая там уже варит провода, цепляет коробки. Третья подключает уже в дом. Вот так вот. Вот. Подключили они мне интернет. Вот, так как я видел, как они ее подключали, эти провода тягали, я думаю, они знают, я думаю, что делают, да, что-то еще я буду вмешиваться там, ладно. Хотя они тащили ко мне вот эти вот провод мой, это от коробки до моего дома, это мой личный провод, моя линия, кроме магистральной. Они там протягивали 7 участков. И там получается метров что-то 150 даже, если не больше. Им надо было тянуть вот этот индивидуальный кабель к моему дому. Хотя с другой стороны, следующая коробка за мной по улице, она ближе ко мне. Вот я не понимаю, почему с этой коробки было не протянуть. Тем более, что вот недавно моего соседа подключили, ему протянули с той коробки, которая дальше меня. Вот. А разница моим соседом плюс 20 метров. Там ближе, однозначно ближе, и так видно даже. Ладно, решили они оттуда тянуть, тянули они ее, тянули. Это получается там 1, 2, 3, 4. Это мой 5-й столб. Мой 5-й от коробки. Вот, мой 5-й столб. Протянули,
с горем пополам, там вот это все, ну, там провисло, что-то они перетягивали, потом опять, ну, короче, сделали. Интернет есть, все, поехали. Вот, я плачу, вот, пользовался я таким интернетом. Получается, ну, вот это вот в начале марта он поломался у меня. Вот, 5 месяцев я пользовался этим интернетом, и все, на этом все закончилось. Интернет пропал, я позвонил, приехали. Приехали в тот же день вечером, начали с самого простого. Ну, это у вас в доме, наверное, что-то в коробке, терминале, в моем личном терминале. Приехали, переподключили. Не, тут, говорит, сигнала вообще нет. Завтра приедет вышка. Ладно, завтра приехала вышка днем. Пошли они к той коробке. Вот. Идем мы к той коробке, я смотрю, там есть такой участок, как бы, ну, заброшенный, там никто не живет. Ну, как раз по моей линии вот этой. Пошли мы туда с лестницей, нашли эту коробку, они пошли с лестницей, вылазить на коробке, все нормально. Вот. А я заметил на столпе, когда мы шли вот это, что-то там не то. Вот. И говорю, что-то вроде что-то порванное торчит. А там торчат, короче, я сейчас, наверное, сделаю вставочку, что там произошло на столпе, как там провод перетерся, а потом продолжим. Вот, я возле столба. Сейчас покажу вам, как цепляет Маклауд провода. Видите? Пожалуйста. Вот это вот радио подцеплено, уже висит, наверное, тут 50 лет, но все-таки же висит. Вот, сверху ихний основной кабель, магистральный, так сказать, или как он там называется, толстый. Но еще висит до сих пор. А вот снизу это то, что ко мне прицепили кабель. Видите как? И мне это доказывают, что здесь висело крепление, было крепление. А где же оно? Где же это крепление, хотел бы я видеть? Вы видите какие-то хотя бы следы от этого крепления, может быть, осталось? Ну, сверху уже электрические провода, там уже нет. Может, полоса, вот как сверху, да, там такая полоса у них, обхватывается столб. Вот, и там еще какие-то проволочки, крокодильчики, или как оно там. Ну, тут оно немножко не так. Тут меньшие. Ну, в принципе, то же самое, только тут черные какие-то пластмассовые, там металлические, маленькие такие. Но этого всего нет. Даже если бы оно висело на кабеле и оторвалось от столба, то оно висело на кабеле. Вот. Если бы оно оторвалось кабель, то крепление бы осталось на столбе, а кабель провис бы и терся по столбу. Но тут ничего нет на этом столбе, видите? Ни полосы, ни крепления, ни крокодильчиков, ничего вообще здесь нет. Вот. И вот оно терлось, вот торчит, видите, кусок. Осталась только жилка стальная, проволока, арматура. Вот. А оптоволокно перетерлось, естественно, потому что оно мягче. А вторая часть отстрельнула аж он наверх. Зацепилась, висит на нем. Вот они сходятся в один. Вот так вот цепляет кабель. Да. И теперь пытаются с меня 1000 гривен вот так вот снять. За вот этот вот ремонт. За то, что за ихнюю халтуру. Видите, за ихнюю халтуру я должен заплатить 1000 гривен. О, и это что столб, это даже не на моей территории. Не на моей. Вот тут даже упало, может быть, там, да, говорили, оно где-то упало. Упало. Где оно тут упало? Где? Где? Оно должно быть, если бы упало, там под столбом валялось. И что оно должно было упасть, если оно нормально закреплено? Я не вижу тут ничего. Ну, может, еще под снегом, там растает снег, я еще приду сюда под снегом посмотрю. Но вряд ли оно тут есть под снегом. Не может оно отпасть. Не может оно отпасть вот так вот. Вот так вот отпасть из проволоки, то есть с кабеля, и со столпа одновременно, чтобы от него вообще ни следа не осталось нигде. Как такое может быть? Вот как такое может быть? Да не может такого быть вообще. Оно должно висеть или на кабеле остатки какие-то, или на столбе, хотя бы какая-то стяжка там, крепление, вот эта вот полоса, которая вот мы видим сверху, да, что и полоса отпала, и вот эти проволоки, все отпало, то и тут не было вообще.
Не было, в принципе не было. Терлась вот в этом месте. Столб этот у меня вообще стоит, вот мой участок, вот если взять вот так вот по проводах, то это вот следующий столб, вот, с лампой, с фонарем. А вот тот аж мой, вот, аж за ним, это третий столб. Это мой участок. И вот от этого моего столпа до вот этого, где вот случилось это все, 4 участка. Это я должен следить, ходить за ихними соплями, да, что они нацепляли халтурой. И чтобы оно тут ничего, может, подмастить надо было после них бумажечку тут какую-то, да, или досточку вылезти, чтобы оно не перетиралось, да, это мне надо было делать. О, коробка моя аж с той стороны. Где эти столбы? Вот. Это один, и аж на следующем столбе после этого коробка раздаточная, от которой идет ко мне вот эта вот линия, моя линия личная. Вот так вот они подцепили, вот такая вот у них работа. И за все это хотят спихнуть на меня. 1000 гривен им давай за вот эту ихнюю халтуру. И это провисело 5 месяцев. 5 месяцев все-навсего. Как раз зиму и провисело. 5 месяцев вот это вот провисело. Как раз оно за 5 месяцев вот терлось потихоньку. Ветер ее там туда-сюда човгав, тягал вверх-вниз. Вот. И потихоньку оно оно так перетрется, и стальная проволока. Ну, может быть, позже. Может быть, осенью перетрется. Еще через 5 месяцев перетрется. Ну, короче, вот такая вот халтура, которую хотят на меня спихнуть. Заплатим. Я ничего платить не собираюсь. Буду это видео тиражировать, выкладывать куда смогу. Фотографии у меня есть, видео на форуме, YouTube, везде. Вот. Чтобы все знали и видели, как турят клиентов. И какое отношение у Маклаута ко всему этому. Ладненько. Вот. Сделал я вставочку там в видео. Вы увидели, как это они подцепили провод. Вот. И как оно проработало. Вот 5 месяцев это проработало. И все накрылось. Вот. И мне доказывают, там позвонили потом тоже оператор, вот, и доказывал, что ихней вины здесь нет. Вот. Они все сделали правильно, все по инструкции, все как нужно. И это что-то там сначала пытались на ветер спихнуть, что у вас там какие-то экстремальные условия, как они там выразились, у них есть пункт вроде особенные или какие-то там условия, какие-то могут быть особенные условия эксплуатации. Даже логически, если подумать, ну, отбросить там эти все нюансы, там, крепление, там, допустим, что оно было даже, хотя ее там не было, я на 100% уверен. Вот, допустим, что все там они сделали правильно, почему оно провисело 5 месяцев всего-навсего? Вот почему? Вот даже логический вопрос такой, да? Если бы там было сделано все нормально, так как по регламенту, по инструкции, все болтики закручены, все стяжки затянуты, все там проверено, все держится нормально, то оно висело долго и нудно. Ну там, я понимаю, если 5 лет прошло бы, да, там, и оно бы оборвалось, вот это я бы сказал, ну да, там за 5 лет, конечно, что-то там, может, снег, там, налипания какие, но 5 месяцев всего прошло от проведения этой линии до выхода ее из строя. 5 месяцев, то о каком качестве услуг можно говорить? Это, ну, это халтура, просто халтура, так делать нельзя. Вот. Это даже ежу, наверное, понятно, что если вот так вот подцепить провод, то он долго не провисит. Он не провисит долго. Может быть, даже это специально сделано, чтобы потом с меня тыщенку содрать. Я не знаю. Вот. Но, по-моему, тот, кто это цеплял вот так вот, он знал, что такое вот случится, такая ситуация. Он все равно перетрется когда-нибудь. Ну, я не знаю, что тут еще сказать. И вот такая вот ситуация, поэтому, еще у них в договоре есть такая вот пункт, что абонент несет ответственность за провод, трассу от коробки до себя. Вот. Ну, вот это я тоже не понимаю. И все, что связано с этим, вытекает, да, что там, если повреждение, за мой счет это вот за мой счет они решили.
Вот. Ну, в принципе, даже можно было бы с этим согласиться, если бы хотя бы качественно были работы выплаты, что оно там висело, просто висело. Если там все сделать правильно, то этот пункт, он вообще, ну, не будет никогда актуален, вообще. О. А с другой стороны, почему я должен отвечать за провод, который висит на других участках? Это 7 участков от меня, 7 участков чужих до моей коробки. Я что, должен ходить следить, там, что там хозяева делают с моим проводом, там, или воробьев гонять, или что-то там, еще что-то делать, там, обслуживать этот провод? Я согласен, если у меня стоит коробка на моем участке, на моем столпе, и линия моя. Вот за эту линию я согласен отвечать. То, что на моем участке, я вполне согласен отвечать. Но то, что на чужих участках, я не могу за это отвечать. Даже теоретически не могу. Это бред какой-то. Вот. Ну, короче, хотят с меня 1000 содрать, но я платить не собираюсь. Не буду. Вот. Буду добиваться правды, потому что я считаю, что правда на моей стороне. Вот. Если кто-то знает, понимает, там было это крепление или там нет вот в этом деле, пишите в комментариях, вот, что вы об этом все думаете, как такое. Короче, будьте осторожны с этим провайдером, читайте договор, вот, если можно, не соглашайтесь на этот пункт, что вы отвечаете за вот эту линию, которая идет на чужих участках. Это бред какой-то, это неправильный пункт, его там не должно быть. Вот. Такое, ну, требовать от человека, чтобы он отвечал за 7 чужих участков, где линия его проходит, ну, это глупость какая-то. Вот это вот, я считаю, это неправильно. Еще сейчас пойдем посмотрим, как оно должно крепиться. Вот у меня на столпе, как оно крепится, там полосочка, сейчас я покажу. Вот мой столб, это линия, которая заходит уже ко мне в дом. Вот. И сейчас мы увеличим, посмотрим, как они тут ее прицепили. Вот их магистральная линия идет ниже, а вот чуть выше моя. Вот это уже в дом пошло, а вот это туда, к этому разрыву, к тем столпам. Ну, вот здесь вы видите полосу, да? Полосу, я ж думаю, видно. Вот, как эта полоса, обхваченная вокруг столба, могла отцепиться. И даже если бы она отцепилась, оно висело бы на проводе. Болталось бы там. Ну, где я вот показывал только что. А тут вообще ничего нет. Ни полосы. Тут у меня, кстати, я вот смотрю сейчас. У меня тут даже крокодильчика нету. Потому что я вот, насколько знаю, вот отсюда лучше видно, там должен стоять крокодильчик. Там не просто вот эта вот линия как раз от полосы до дома, вот сюда. Там должен какой-то металлический такой зажим стоять, а там вообще ничего нет. Такое впечатление, что они какой-то проволокой ее прикрутили. Вполне может быть, что у них просто закончились эти крокодильчики, а так вот они ту в меня прицепили и на том столпе. Ну, вот такая вот халтурка. Но отцепиться это точно никак не могло. Ну, никак. Вообще никак. Я даже вижу, что это одна полоса и на магистральную линию, и на мою. Ага, да, точно. Вот это я, кстати, только что заметил, что тут крепление, они прикрепили мой провод к той же самой полосе. Ну, может, это так надо, я не знаю. Вот, если кто-то понимает, то пишите в комментариях. Ну, вот такая вот ерунда получилась. Так что будьте осторожны с этими договорами и с этим оператором интернета. Ладненько, всем пока. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Интересно будет ваше мнение. Было там ли какое-то крепление или не было. И что оно так случилось. Все. Всем пока, до следующих видео.